Здрасте, с вами Даня Крастер, и у меня к вам вопрос. Почему костер светится? Ну, огонь типа горит и светится, ответите вы. И еще деревяшек туда подкинем, он будет продолжать светиться, давать тепло и всякое такое. Но что, если я ленивое существо из 21 века, которому впадло там ходить по каким-то лесам, какой-то хворост с дровами дыбать, подкидывать вот это вот все? Может быть, есть какой-то способ, как сделать бесконечный огонь, бесконечный костер, и чтобы он еще и постоянно светил? Само собой, иначе меня сегодня здесь не было бы. Это новый видос, и сегодня мы засунем костер под стеклянный колпак и заставим работать бесконечно. Сунем свои грязные ручищи в эксперимент, который позволит запереть плазму в стеклянный шар, и делать мы это будем, как и батя Тесла в его времена, из говна и палок. После этого видео вы будете шарить про то, как освещение убило почти всю популяцию китов, можно ли управлять электричеством как чертов маг-колдун, и само собой мы приручим плазму своими руками. Погнали, что вас! Чтобы нам понимать, что такое свет и как его загоняли в лампочку, скажу просто, но по-научному. Вернись во времени с десяток тысяч лет назад, то костер работал бы по простой схеме. Дерево выделяет горючий газ, поддерживающий огонь. Фактически, костер — это и есть газ из дерева. Весь свет — это энергия горючего или вылетающие фотоны из чего-то найденного под рукой нашими предками прямо тебе в глаз. Со временем до древних жителей потихоньку доперла мысль переносного костра для удобного освещения всего вокруг. Ну, надо же знать, где тигр и куда копьем тыкать. Факел стал прародителем как ручного фонарика, так и эстетичного торшера. А если тряпочку от него еще и окунуть во что-то горючее, вроде жира, смолы или дегтя, да свернуть плотненько, то и хватит его надолго. Тысячи лет люди не использовали электричество в освещении, хотя открыли его еще веков 20 назад. Угрей электрический себе кардикулит прикладывали, ну или типа того. Но в принципе могли бы попробовать и дома светить. Главным светилом того времени был жир. И чтобы было еще компактнее, вместо пропитки ткани факела тупо стали делать свечи. Пока не пришли к известным нам свечам из воска и парафина, люди юзали для ее создания все медленно плавящееся. От сала китов до спермацетов кашалота, которые тоже можно считать воском. Братан, у тебя спермы китов не завалялось? У меня завтра романтический ужин при свечах. Ну ладно, на самом деле это масло из головы кашалота, а не его семя, и это ща мы можем загуглить. А тогда все думали, что это жидкие дети китов, и всем было ок, потому что пофигу, что ты юзаешь, ведь главное, чтобы светило. Из-за жира, кстати, киты и попали в Красную книгу, потому что самый популярный состав свечи того времени был с салом кита. Потом рецепт поменяли, и китобои вымерли как профессия. Тем временем в 1663 году Отто фон Герики начинает играться с палками с шаром наверху, подмечая всякие приколы со статикой, типа отталкивания двух заряженных частиц и тихого потрескивания. Хотя он еще и не понимает до конца, что к чему. Народ в те времена преимущественно пользуется свечами и масляными лампами. Но зато до ученых наконец-то потихоньку доходит связь между яркими вспышками света в небе и электрическим освещением. Давайте ваши догадки, когда были изобретены первая батарейка и первая лампочка? 100, 200, 300 лет назад? Напишите в комменты примерные даты по ощущениям. Ведь к 1800 году Александр Вольт, используя химию, изобретает первый прототип современной батарейки. То есть 200 лет назад люди начали представлять, что ток в огромных количествах можно держать в заперти и даже куда-то передавать. Возможно, тут прототипом можно назвать тех же электрических рыб, типа «Чё мы лохи? Рыбы ток с собой носят, чем мы хуже». В 1802 году один химик уже баловался с электричеством и подавал ток на платиновый кусочек, заставляя его светиться. Более серьезные эксперименты, позволившие получать свет от этого платинового кусочка, были проделаны почти через 40 лет. А первый аппарат по производству свечей сделали только на 6 лет раньше. То бишь, люди уже вовсю баловались первыми лампочками, но продолжали отливать свечи, которыми все пользовались вручную. А потому нас в 21 веке интересует самая сложная и современная форма лампы – газоразрядная, она же плазма-шар. Почему сложная? Да потому что даже не пробуйте в мастерской затолкать газ в вакуум, чтобы все не взорвалось при включении. Этим лучше займемся мы, сами, прямо сейчас. Создадим самую совершенную лампу освещения из подручных материалов в нашей мастерской. Все-таки есть в таких авантюрах дух Тесла. Тот вообще мог в комнате с молниями сидеть, газету читать. Засранец. В первую очередь мы, конечно, попробуем себя в роли стеклодувов, ведь делать мы будем не абы что, а самый настоящий плазма-шар. В
В комментах под прошлым видосом многие писали, что раз уже до керамики дошли, пришла пора и со стеклом поработать. На искусство у нас руки не особо заточены, мы больше угораем по физике и электричеству, так что решили своять не абы что, а самую настоящую плазменную лампу. У нас уже был видос, где мы откачивали воздух из банки и пропускали через все это электричество. Но сегодня мы замахнулись на кое-что другое – запаять свой собственный шарик с плазмой, который можно подключить к генератору и поставить на стол. Для экспериментов мы затарились парой лабораторных круглодонных колб и стеклянных трубочек из боросиликатного стекла. Такое стекло довольно трудно плавится, намного сложнее, чем оконное, но при этом при быстром нагревании и охлаждении оно практически никогда не трескается. Для нас это большой плюс, потому что у нас нет специального оборудования для работы со стеклом, и греть мы его будем чем попало. У нас в арсенале было 3 бытовых пропановых горелки и 1 горелка с мап-газом, также есть горелка на водороде и целая россыпь пропана и мап-газа в баллонах разной степени качества. Не то чтобы все это было нужно в работе, но раз уже начали коллекционировать горелки, нужно идти в своем увлечении до конца. Но горелки горелками, а при попытке вытянуть и отрезать горлышко от колбы, все обосралось прямо в руках. Это не дело, нам нужен ровный край. Поэтому обтачиваем стекло на гриндере. Решение не совсем стеклодувное, а с другой стороны мы и не совсем стеклодувы. Задача у нас простая – припаять тонкую трубку к толстой колбе, а для этого трубку надо расширить, а колбу сузить. Сделать ровный край и в пламени слепить все воедино так, чтобы все было герметично и крепко. В плазмошарах обычно хоть и не космический вакуум, но давление там явно ниже атмосферного, и если стеклянное изделие плохо спаять, при откачке давления оно запросто может схлопнуться и превратиться в осколки. А если запаять не герметично, то лампа просто насосет всякой дряни из атмосферы, как школьник из надувного шарика. Плюс к тому же стекло само по себе очень необычный материал. У него нет как таковой точки плавления, это по факту каша из молекул аморфной структуры. Вместо нее есть ориентировочные температуры, при которых со стеклом можно работать. К примеру, чтобы согнуть боросиликатное стекло, нужно больше 600 градусов. Чем больше температура, тем более мягким будет стекло. Колба готова, и по логике вещей в нее можно загонять какой-нибудь светящийся газ и запаивать, но не все так просто. Мы уже экспериментировали и прочитали пару умных книжек, и оказалось, что перед тем, как пытаться сделать плазмошар, нужно тщательно очистить колбу изнутри. Обычно для этого колбу довольно сильно нагревают в печи и создают в ней вакуум. При этом вода и загрязнения улетучиваются, и колба становится условно чистой. Так что подогреваем колбу и подключаем ее к вакуумной системе, чтобы вся гадость изнутри магическим образом исчезла. У нас нет адекватной печи, чтобы провернуть этот фокус, так что просто периодически прогреваем все горелкой. Теперь нужно подумать, какой газ мы будем заталкивать в колбу. У нас из доступного прямо в мастерской был аргон для тига. В тиг-сварке не просто так используется именно аргон. Дело в том, что это один из немногих газов, который отлично ионизируется и поддерживает дугу при атмосферном давлении. Соответственно, если мы заполним колбу именно аргоном, то наш плазмошар будет легче разжечь. К тому же аргон в теории должен давать длинные извивающиеся жгуты, а это как раз то, что нам и нужно. Сперва вроде ничего не происходит, но чем сильнее заполняется колба, тем ярче и длиннее становится жгут плазмы. Мы подключили металлическую трубочку, через которую продувается аргон, к маленькой катушке Тесла. Кстати, Никола Тесла родился в момент, когда вот только-только разработали первую лампочку. А на изобретение знаменитой катушки Тесла его сподвигла банальная мысль: я же могу сделать лучше того, что уже есть. Вот смотрел Тесла на машину Грамма, смотрел на изобретения Томаса Эдисона, взял их наработки и фактически сделал самую идеальную форму – катушку Тесла. Чем не пример для вдохновения? Вы просто прикиньте, чел фактически показал, как пользоваться электричеством. Мне бы столько всего хотелось сказать этому великому ученому. Чувак, Томас Джефферсон, отстой! Столько показать. Вот таким образом из электрогитары через ламповый комбик получается панк-рок. Как одна задумка может разрастись во что-то огромное.
И, короче, прикинь, сегодня с телефона, ну знаешь же такую штуку, на стене у вас висит, оплачивал инструменты через глобальную сеть на сайте по QR-коду, благодаря СБП. Ни карточку не достал, не вводил никаких данных, ничего не перепроверял 1000 раз. Просканировал QR-код, подтвердил оплату и все. Естественно, с СБП можно совершать бесконтактно покупки офлайн, так называемо вживую. Оплачивать счета в кафе и ресторанах, платить за доставку еды на дом, расплачиваться в магазах. И это все благодаря электромагнитным волнам и СБП. Я вам смартфон свой оставлю, потом побольше по ссылке в описании узнаете. Thank you, Mr. Craster. You are my best friend. Эх, жаль, такое возможно только в скетчах. Тем временем аргон в баллоне оказался не слишком чистым, так что пришлось прибегнуть к еще одному компоненту — кристаллическому йоду. Это не совсем тот йод, который вы можете найти в аптечках, но в теории аптечный тоже может подойти. Одного небольшого кристаллика нам хватит на всю лампу. Мы продули колбу аргоном, закинули йод, теперь нужно подключить наш будущий плазмошар к вакуумному насосу и немного понизить давление в колбе. Тут главное не перестараться и делать все быстро, чтобы воздух из атмосферы не попал внутрь. У нас нет точных приборов для измерения давления, так что приходится руководствоваться тем, что мы видим своими глазами. Подносим колбу к катушке Тесла, ну и собственно что мы видим. О да, это то, что нам нужно. Маленькая катушка Тесла не особо может затащить такой плазмошар, но даже такое нас вполне устраивает. Но мы были бы не мы, если бы не попытались еще поиграться с давлением и попробовали получить другие виды свечения. Вообще, с учетом наличия магнитного поля, нам безумно повезло с быстрым открытием передачи электричества по воздуху. На основе экспериментов Теслы как раз и получилось впервые передать радиосигнал, придя к беспроводному интернету, а сейчас имея варики тестить телефоны вообще даже без батареи. В итоге лампу мы отпаиваем и вроде она готова к работе, но есть нюанс. Видите, как с каждым новым кадром колба внутри становится все мутнее и мутнее. Колбу мы отмыли, но отмывали спиртом, а он не все растворяет. И всякая органическая срань на внутренних стенках колбы начала сгорать в плазме и оседать на стенках колбы. Вот, как всегда, с первого раза у нас получается не то, что хотели. Переделываем, но сперва помучаем наш плазмошар катушкой помощнее. В серьезных стеклодувных мастерских есть специальные приблуды, которые похожи на токарные станки, но заточены они под работу со стеклом. У нас такого добра нет, зато металловращательный станок всегда под рукой. Кое-как скрепили все на проволочке и с девизом «Ладно, и так сойдет» попытаемся скрестить гончарное дело с токарной обработкой. Получается, честно говоря, херовасто. Такое толстое стекло, которое к тому же крутится на станке, МАП-газ уже почти не берет, так что нам пришлось вытащить и заправить в водородную горелку. Вы не поверите, как мы заебались. Получилось примерно так же, как с глиной. Вроде и выходит что-то, но адски неровно. К тому же водородная горелка натурально так портит стекло, делая его непрозрачным. Но нас было уже не остановить. В этот раз решили сделать по-взрослому и зафигачить в центр лампы электрод. Как впаять в стекло что-то металлическое — это вообще отдельная премудрость, которую пришлось постигать практически с нуля. Благо в инете есть пара умных книжек по этому делу, но информации очень мало. В прошлом видео про гончарку я говорил, что работа с керамикой, несмотря на свою архаичность, достаточно развитый вид творчества. Тут тебе и магазины с расходниками, и оборудование, и книги, и обучающие видео. А вот стеклодувное дело наоборот. Стеклянная посуда, лабораторное оборудование, лампочки и лампы дневного света, неоновая реклама на каждом углу. Но информацию приходится искать буквально по крупицам, читая тонны литературы и просматривая видосы на английском языке. Причем видосы в основном про то, как сделать стеклянный бонг. А прикиньте, ведь ученые 18 века также морочились, как законсервировать электричество в банку, прям как мы сейчас с нашим плазмошаром. Можно только гадать, сколько рук было порезано и домов сожжено из-за неудачных попыток. Это сейчас нам доступны такие удобные стеклянные формы в любом магазе, а пару веков назад только-только додумались сделать аппарат для свечей.
Как итог, главный патент на самое эффективное помещение проводника в стеклянный вакуум, вольфрамовую нить, в 1906 году продаст ученый Ладыгин компании General Electric, которая начнет массовое для народа производство всем известных лампочек. Вручную уже морочиться никто не будет. У нас же ее будут знать под чисто случайным названием лампочка Ильича. Даже поговорка такая есть. Была коптилка до свеча, а теперь лампа Ильича. Но что-то мы отвлеклись. В этот раз мы отмыли колбу сначала дистиллированной водой, а потом уже спиртом. Под конец все продули воздухом, чтобы колба с парами горючего при контакте с огнем не испортила наши лучезарные лица. Дело опять близилось к ночи, поэтому опять хуями как напаяли на колбу кусочек стеклянной трубки, которая съежилась к хуям от нагрева. Вроде и переделать надо, но мы должны были победить этот ебучий шар любой ценой. Да и в конце концов, мы же не ракету делаем. Настало время испытаний. В этот раз не закидывали йод, поэтому с нашим грязным аргоном получили цвет, очень похожий на цвет разряда в воздухе. Тем не менее, цвет более насыщенный и яркий, жгуты в лампе толще и следуют за пальцами, разделяясь на стенках колбы на мелкие паутинки. Поигравшись, решили повесить плазмошар прямо на терминал катушки Тесла. Терминал — это вот тот металлический гвоздь, с которого обычно идет разряд. Так уже выглядит поинтереснее, но мы можем лучше. Нужно провести работу над ошибками. Во-первых, с йодом было поинтереснее. Во-вторых, электрод впаян хуями как. Мы собирались съездить к человеку, который профессионально занимается неоном. И надо бы еще поэкспериментировать, чтобы получился достойный результат. Саню, кстати, очень зацепила эта тема, и у него есть свой канал на ютубе, где он вознамерился сделать целый цикл видео о том, как с минимум инструментов самому сделать разного вида лампы, начиная от усилительных и заканчивая самодельным кинескопом. Ну и о технических тонкостях создания этого плазмошара он тоже вам расскажет. Так что переходите на его канал, называется он «Из говна и палок», ссылка будет в описании. А тем временем пора вытягивать из колбы воздух и наполнять систему аргоном. И вот вроде у нас не просто вакуумный насос, а целая заправочная станция по типу тех, которые используют для заправки систем фреоном. Но вот незадача. Краники, которые стоят на этой системе, под нормальный вакуум вообще не годятся. Они сифонят так, что в систему мгновенно врывается воздух. От этого цвет лампы становится тусклым, и в плазмошаре не будет нужного эффекта. Так что для более удобной работы пришлось из сантехнического краника спаять вакуумный. Это переключающий краник, и он имеет два входа и один выход. С этой приблудой легче работать и труднее обосраться. В очередной раз мы делаем специальное оборудование из сантеха, потому что нормальный вакуумный краник стоит дороже нашего вакуумного насоса. Вообще, неудивительно, что открывателей электричества в вакуумной таре с десяток в один тот же период. Не перечесть, сколько людей в этом участвовали в разных частях мира, независимо друг от друга, и какой разный был результат. У себя мы знаем итог эксперимента как лампочку Ильича. Она могла быть и лампочкой Ладыгина, и Суона, и Эдисона, и даже Бенджамина Франклина. Ее так реально называли в разных местах. Гонка за электричеством и освещением была эпична. Сколько еще этим электричеством убила, наука молчит. Рили, тысячи жизней за сотни лет были положены на открытие людьми обычного электрического света и попытки загнать его в герметичный вакуум. Но справедливости ради надо отметить, что это еще потому, что по незнанке влипали в радиоактивное свечение. Ну и как видите, результат с новым краником стал намного лучше. Оборудование решает, пусть даже оно и сделано на коленке. Плазмошар после всех манипуляций еще горячий, и ему надо дать время остыть, чтобы лишний йод осел на стенке, а стекло стало холоднее. После полного остывания лампа станет ярче. У плазмошаров форма и размер разрядов напрямую зависят от того, чем их питать. И тут маленькая катушечка Тесла уже не тянет, и надо брать что-то пожестче. О, совсем другой результат. Яркие длинные синие жгуты, которые медленно ползают внутри колбы, а при контакте с пальцем ветвятся и расползаются. Это именно то, что мы и хотели получить. К тому же первое время плазмошар, сделанный такими кустарными технологиями, только выходит на режим и становится ярче. Это как обкатка двигателя. В первые минуты двигатель не выдаст полной мощности, но спустя некоторое время детали притрутся и все будет работать как часы. В шаре, конечно, протираться нечему, но тут вступает в дело химия и физика со своими всякими квантовыми неопределенностями, сложными процессами и неизученными сферами. Короче, результатом мы довольны, и теперь можно заглянуть к мастеру. Заодно возьмем свой плазмошар и попробуем его подключить к правильному источнику питания. Знакомьтесь, это Дмитрий и его мастерская. Он профессионально занимается неоновыми вывесками и не только. И тут светится абсолютно все.
Эксклюзивно для вас мы попросили Дмитрия запаять свою версию плазмошара с каким-нибудь необычным свечением. Так что давайте посмотрим, что получится у него. У Дмитрия есть специальный станок, который он собрал для работы с подобными вещами, и сейчас мы посмотрим, как делать правильно. Дмитрий, вам слово. Зажимаем сначала эту штуку с помощью зажимов. Немножко ее центруем. Так, короче, более-менее ровно. Как делаю обычно это я. Беру, просто зажимаю тупо горлышко в другой патрон. Так, обязательно нужны очки неодимовые. Соответственно, тут основной момент какой? Нужно немножко расплавить массу стекла и, не уменьшая особо толщину стенки, вытянуть ее. Я, кстати, забыл один момент. Мы же сейчас будем впаивать электрод. Можно просто вот здесь прямо отпаять. Можно вот здесь. Давай тогда здесь сделаем. Типа, когда требовалась прям высокая эстетическая сторона вопроса, я делал прям из колбы, из шара такую тоненькую перетяжку. Практически не было видно горлышка. Да, это стеклодувный нож. Тут находится твердосплавный ролик, как в обычном стеклорезе. Он сделан для отрезания именно трубок. Мы его просто прижимаем, вращаем вручную или на станке. И потом отламываем. Изи. Далее, значит, мы возьмем ту трубочку, 9-ку. Лампу немножко сместим. Зажмем ее в станок. Для того, чтобы у нас не перекручивался шланг во время того, как двигается станок, либо это происходит вручное вращение, используется специальный свивел, который состоит из двух вращаемых втулок независимо и предотвращает скручивание шланга. Вот, мы его надеваем с помощью обычного изолятора для неоновых трубок силиконового на изделие. Вот, и таким образом обеспечиваем поддув воздуха. Поддувать нужно всегда. Почему, собственно, стеклодувов называют стеклодувом? Потому что они всегда дуют в стекло. Так, значит, далее мы спаиваем все это безобразие. Просто прогреваем обе до примерно 1/4 от диаметра. И когда они уже расплавятся, соприкасаем их. Потом прогреваем участок и, раздувая, растягиваем. И, не уменьшая толщину стенки, делаем, собственно, тоньшение. Потому что, когда мы будем ее откачивать, внутри будет пониженное давление, и стекло будет втягивать внутрь. Так, эта часть готова. Далее мы попробуем на станке впаять электрод. Значит, электрод мы будем использовать боросиликатный. Значит, он особый, не тот, который используется для неоновых трубок. Он из пирекса и редкий в продаже, и найти его можно только на аукционах типа eBay и, соответственно, не в России. Вот. Мне удалось там купить какое-то количество, поэтому у меня пока есть. Сделаем, наверное, где-нибудь вот такой длины. Не очень хорошо отломилось, нормально. Этот конец мы сразу оплавим. Вообще, оплавлять трубки — это типа стандартная операция, это всегда нужно делать, чтобы, во-первых, не порезаться, а во-вторых, когда мы будем вставлять его в ультратор, не повредить витоновое кольцо, которое там используется, и, оно типа не просто резинка, оно специальное, в торкаучук. Так, значит, зажимаем электрод в патрон, выдуваем типа небольшой шарик, и потом его просто лопаем. Все, получилось отверстие. Так, развернуть край — это вообще изи. Значит, тут важно, чтобы стекло было достаточно мягким, и оно под действием просто тяжести риммера само по себе стекало, так сказать. Вот, я на него типа почти не давлю. Вот это уже ок. Сука, дырка получилась. Значит, в этом случае надо действовать быстро, брать палочку, берем просто как сварочной присадкой. И давайте в этом моменте я добавлю. Сейчас колбу нужно остудить в пламени. Пламя практически без кислорода, так что сильно коптит. Мы грели абы как секунд 20-30. Дмитрий в таком режиме крутил колбу пару минут, и она вся покрылась копотью. А теперь в печь. Шар в печи не просто так. Тут убивается сразу два зайца. Во-первых, со стекла снимаются внутренние напряжения, а во-вторых, из горячего стекла и электрода под вакуумом намного лучше выходят газы.
Да, газы из окружающего нас воздуха могут напитываться буквально во все, и в первую очередь в металл. Эти примеси могут испортить всю работу. При откачке непрерывной в высоком вакууме прогреваем. И можно, судя по датчику вакуума, следить, как он уменьшается. То есть, значит, из электрода выходят, собственно, примеси. Ну а теперь самый важный этап – наполнение газами. Нам очень понравился двухцветный зеленый плазмошар в мастерской у Дмитрия, и в итоге было решено сделать именно такой. Зеленый – довольно необычный цвет для плазмошаров. Для его создания нужно сразу 3 газа – ксенон, азот и кислород. Ну и то, что мы хотели сделать, так это подключить наш шар к правильному блоку питания. О! 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 Сейчас электричество есть почти в каждом доме. Кто-то пользуется и старыми методами освещения, но нельзя отрицать, что прогресс буквально за 100 лет перевел нас от сжигания китового жира в лампе до излучения фотонов света электронами газа с помощью использования ядерной модели атомов, пропуская через этот газ электричество. Такой вот исторический эксперимент на сегодня у нас вышел, и если видос тебе понравился, поддержи канал лайком и подписывайся, чтобы не пропустить следующий видос. Если такой формат тебя впирает, дай нам знать об этом в комментах, мы еще нароем интересностей. Загляни в описание, там есть доп-контент по лампам от Дмитрия и Сани. С вами была команда Build Not Bombs и Даня Крастер. Пока.